Всем огромный привет! Вы на канале Вечное Лето, и мы в Турции. И сейчас расскажу, что мы здесь делаем. Как вы знаете, с ноября прошлого года мы находились в Саратове, гостили дома, очень хорошо провели время, отдохнули и в какой-то момент поняли, что нам уже скучно просто сидеть дома, дни пробегают один за одним, и решили отправиться в новые путешествия. У нас даже были мысли снять квартиру где-то и пожить. Из Саратова в Ереван запустили прямые рейсы, мы полетели в Ереван, это вот предыдущие выпуски были оттуда на нашем канале, я надеюсь, что вы их посмотрели, если нет, то обязательно посмотрите. И мы с Сашей подумали, может быть, снять там квартиру, потому что из Еревана есть прямые рейсы в Милан, в другие города, куда мы можем поехать, потому что в этом году получили шенгенскую визу. Начали смотреть квартиры в Ереване в аренду, и если хочешь жить в центре, то за квартиру с одной спальней придется отдать около $1500. Мы подумали, что-то это дороговато. Давай побудем в Ереване несколько дней, посмотрим то, что хотели посмотреть, сходим на экскурсии и поедем к нам в Турцию, в нашу квартиру. В комплексе, в котором мы ее купили несколько лет назад, мы вкладывались на этапе строительства, и вот дом сдан. В прошлом году мы закончили ее обставлять и уехали домой, и ни одной ночи даже не пожили. И нам было так обидно, что мы столько денег потратили на вот эту всю обстановку, и ни дня в ней не прожили. И Саша говорит, давай поедем, сейчас в Турции хорошая погода, кайфанем в нашей квартире. Плюс из Анталии тоже есть прямые рейсы в Европу, что очень удобно. Таким образом, мы сейчас находимся в нашей квартире, и первое, что я вам хочу рассказать, как она выглядит после зимы и после арендаторов. Нас многие пугали, что квартира в Турции после первой зимы покроется плесенью, тут будет дикая влажность, все сгниет, и вы просто ее не сможете продать, даже за $20 000 она никому не будет нужна. И второй момент, мы ее сдавали в аренду. В прошлом году все лето и немного осени, и нам тоже говорили, что арендаторы все убьют, и диван вам убьют, и все поколотят, все украдут, в общем, какой-то будет кошмар. Смотрим, что у нас на деле. Я предлагаю начать с прихожей, пойдемте. Конечно, в этой квартире еще кое-чего не хватает, например, обувницы. Вот здесь на вход мы хотим поставить такую обувницу, чтобы внизу были полки для обуви, а сверху такая полочка, чтобы бросить мелочь и ключи. Здесь, как вы видите, никакой плесени, такие же белые стены, как будто только что мы получили ключи и заехали в новую квартиру. Шкаф, мы здесь уже разложили кое-какие свои вещички, пылесос. Ну, здесь у нас такой мини-бар, надо купить еще холодильник для вина. Двигаемся дальше, по плитке все хорошо, по стенам все хорошо, несмотря на то, что у нас жили арендаторы с маленьким ребенком, я вообще не заметила здесь никакой грязи, никаких разрушений. Мы заказывали клининг перед тем, как сюда заехать, он стоит около 4000 рублей, и мы приехали и такие, вау, просто вот, как по мне, все то же самое, ничего не изменилось вообще. Спасибо арендаторам, которые здесь жили, за то, что так бережно относились ко всему. Давайте зайдем в санузел. Он у нас получается совмещенный, туалет и душ. Большое зеркало, мне нравится в этой квартире, что вот прям большое зеркало. Кстати, вот эти зеркала мы клеили сами от застройщика, они в комплекте не шли. Мы уже тут тоже разложили свою какую-то косметику. В Ереване набрала Кларан. Это мой любимый уход за кожей для лица. Можете посмотреть, какими средствами я пользуюсь. Ароматы. В общем, все здесь есть. Удобно. Большое зеркало хорошее. Большая тоже раковина. Вот эта столешница. Все наши косметические принадлежности поместились. Тоже здесь все чисто, хорошо, аккуратно. Унитаз. Вон тоже все чисто, красиво. Давайте зайдем в душевую кабину. Отличный напор в душе. Ой, все хорошо смывается, ничего не забилось, нет никакой плесени, нет ничего ржавого. Вот сами можете посмотреть. И давайте пойдем в спальню. Мы так рады, что купили большую хорошую кровать с хорошим матрасом, потому что сейчас мы сами на ней спим.
Мы здесь уже несколько дней и просто кайфуем. Она большая, мы вдвоем комфортно здесь можем спать, прям вот так. И матрас хороший, он не мягкий, не жесткий, он такой средней жесткости. Тоже все чистое, красивое. Единственный момент. У нас было 2 новых красивых комплекта постельного белья из Икеи. И когда мы приехали, их не оказалось. Я даже не хочу думать о том, куда они делись. Просто забыли, проехали. Факт того, что у нас не было постельного белья, и мы в первый же день поехали в торговый центр и купили новое постельное белье в магазине English Home. Посмотрите, оно такое белое, очень красивое, качественное. Это прям хлопок, такой приятный к телу. И здесь небольшой рисунок, такая, как, знаете, вышивка. Ничего лишнего, приятное вообще к телу. И я Сашу подбиваю на то, чтобы сегодня пойти в магазин и купить еще один на сменку. А так вот плед, вот эти декоративные подушки, все это было тоже по чистоте, нет никаких нареканий, никакой плесени. Зашли в квартиру, здесь даже не пахло плесенью. Я, если честно, переживала, все-таки квартира на море, и я думала, может быть, там какая-то плесень завелась, что делать, надо вызывать мастера. Да, вот обычно плесень, она оседает вот в таких местах под окнами, где влажненько, вот можете посмотреть. Но вот это не плесень, это краску стерли, чем-то задели, так коцка. А так вообще никакой плесени. Если у вас квартира тоже на берегу моря, не всегда плесень развивается. Давайте пройдем в гостиную, она у нас совмещенная с кухней. Не удивляйтесь, что у нас здесь стоит детская кроватка. Это арендаторы жили с ребенком, и мы им покупали кроватку, чтобы малыш спал в ней. И решили ее пока не продавать, может потом тоже будем сдавать квартиру в аренду, и также она пригодится. Мы сейчас сюда складываем всякие подушки, вещи какие-то. Не хватает здесь еще какого-то шкафа, поэтому она выполняет функцию шкафа. Что касается штор, занавесок, дивана, вот нам говорили, зря взяли светлый диван, все убьют, ухайдокают, смотрим. Как по мне, то же самое. Никаких пятен я не увидела, ничего не прожгли, здесь очень хорошо пахнет, не курили здесь. В общем, классно. Если такие арендаторы, то сдавать одно удовольствие. Мы уже зашли в магазин местный, продуктовый, закупились продуктами. Посмотрите, что мы взяли, наш стандартный набор в Турции. А этот лимон, кстати, мы вчера нашли под деревом. Там просто дерево на улице, и вот валяются лимоны, и Саша говорит, давай возьмем, давай. Так вкусно пахнет лимон с дерева, вообще, прям с какой-то горчинкой. Покупные вот из магазина уже так не пахнут, а этот он, понимаете, максимально спелый. Еще также можете посмотреть, что у нас на кухне. Давайте, вот, это мойка, тоже в хорошем состоянии. Все шкафы в хорошем состоянии, даже плита чистая. Красивая, вот здесь, вот видите, немножечко черненькая, это проблема всех плит, в принципе, это можно почистить или новую потом купить. В общем и целом, я очень довольна тем, что мы здесь увидели, и мы сейчас здесь просто наслаждаемся, потому что каждое утро мы завтракаем на балконе, сейчас я вам его покажу, выходите. Балкон достаточно большой, здесь у нас поместилась и сушилка, и стол. У нас вообще было 4 стула, но 2 мы убрали в нашу кладовочку. Сюда же уехал чемодан. Вот, очень удобно, что здесь есть такая кладовочка. Мы накрываем здесь яичница, фрукты, овощи, чай, кофе. И с таким потрясающим видом на зелень, на виллы встречаем новый день. Завтрак увеличился в размере. Мы завтракаем не 30-40 минут, как обычно, а часа полтора. Пока все обсудим, пока проснемся. Не хочется уходить с балкона, потому что сейчас в Турции идеальная погода. Я вообще поняла, что май – это мой любимый месяц в Турции, потому что еще не сильно жарко, уже не холодно, прям вот комфортная, теплая погода, солнечно, очень красиво и пахнет вкусными вот этими цветами. Сейчас гранат цветет, другие садовые деревья и повсюду вот эти вот запахи весны.
Вообще, изначально мы хотели продавать эту квартиру и уже даже выложили объявление о продаже, но потом посравнивали цены в других курортных местах и подумали, а зачем нам вообще ее продавать? Мы сейчас даже не знаем, что делать с этими деньгами от продажи. Во-вторых, здесь классно, здесь у Саши нет аллергии, в отличие от Саратова и Еревана, он прям там ходил, постоянно чихал. Здесь, наверное, не растет вот это растение, которое растет там. Плюс ты живешь в экологически чистом регионе, здесь самая высокая продолжительность жизни, здесь в округе нет никаких производств. И что интересно, в Турции россияне могут жить, получается, 180 дней в году, 90 дней за полгода и в следующие полгода еще 90 дней, суммарно 180 дней. По сути, 6 месяцев мы можем жить здесь, на берегу моря, в своей квартире и не платить за аренду. И что еще интересно, в Турции сейчас снова начали давать ВНЖ. Как вы знаете, в прошлом году не давали, а сейчас снова начали выдавать. Конечно, там есть свои нюансы, но тенденция хорошая. Но нам даже не нужно оформлять здесь ВНЖ, потому что жить здесь 6 месяцев в году нам более чем достаточно. И таким образом мы хотим использовать эту квартиру как нашу базу для дальнейших перемещений в другие страны. Все-таки мы засиделись дома, нужно это признать. Дома классно, хорошо, но вот в этой зоне комфорта ты вообще не замечаешь, как пролетают твои дни. Пролетело с ноября, почти полгода, и я вообще не заметила эти дни. Они вот так вот пролетели, я обернулась как один день. А в путешествиях ты как-то прям наслаждаешься жизнью, дни такие насыщенные. Плюс мы 10 лет ведем наш канал «Вечное лето», и нужен новый контент, видео из Таиланда закончились, поэтому мы решили, знаете как, с новой силой начать его вести, потому что поняли, что нам это, во-первых, очень нравится, а во-вторых, жизнь становится интересная и насыщенная, когда ты там живешь, смотришь этот прекрасный мир. Многие еще просили рассказать про аренду в Турции. Как вы знаете, сейчас вышел закон, запрещающий сдавать квартиру на короткий срок без получения разрешения от всех собственников дома. Получить вот это разрешение практически невозможно, потому что все приезжают в разное время, даже застать всех в одном месте проблематично, поэтому мы сейчас на короткий срок не сдаем, но можно сдавать на долгий срок от 6 месяцев. И мы, в общем, так подумали, полгода мы можем жить сами, полгода сдавать, даже если она какое-то время будет простаивать, вообще ничего страшного, потому что ее содержание не такое дорогое, а приезжать отдыхать в свою квартиру – это очень круто. Я раньше приезжала в Турцию в арендованные квартиры, и мне чего-то не хватало, какого-то комфорта, домашнего уюта, хорошего матраса, подушек, простыней, а покупать не хочется, потому что это как бы не твоя квартира, ты уедешь, куда это все девать. Здесь мы настолько все сделали под себя, как мы любим, что я здесь по-настоящему отдыхаю и восстанавливаюсь. Я ни разу, ни в одной арендованной квартире не испытывала такой радости, счастья и комфорта, как сейчас здесь. У меня полное ощущение, что я дома. Мне хочется, чтобы сюда к нам приехали наши родные, наши друзья. Я не знаю, с чем это связано, вроде стены и стены. Нет, здесь прям наше. Я знаю, что никто не придет, не скажет там, ой, уезжайте или там переезжайте, квартира продается. Там я в арендованных всегда немножечко в каком-то стрессе, потому что мне некомфортно от каких-то вещей. Здесь, если мне чего-то не хватает, я просто иду, докупаю и создаю вот этот комфорт. Очень классно. Мы спустились в тренажерный зал, хотим посмотреть, что здесь делается. Уже несколько дней планируем сюда пойти, но все пока никак. Только сидим на балконе, чаи гоняем. Что у нас тут есть? Беговые дорожки, велотренажер, кардиотренажер. Вот такая станция, чтобы качать руки и спину, фитболы, комплект гантелей и даже коврики. Саша, можем приходить сюда заниматься нашей любимой йогой. А еще, пойдемте покажу, что у нас здесь уже работает. Это джакузи, посмотрите. Вот, можно приходить вдвоем и бурлякаться. У нас получается в квартирах только душ, но есть джакузи,
Вот здесь, пожалуйста, приходи, бурли. А еще здесь есть сауна, душ и хамам. Вот так выглядит сауна. Она сегодня не работает, она будет работать завтра. И мы тоже пойдем ее оценим. Все новенькое, красивое, дерево такое светлое, чистое. И смотрите, вот эта вся инфраструктура находится прямо под нашей квартирой. Нам даже не надо на лифте ехать. Там просто по лестнице спустился, и ты тут. Очень классно в холодное время года, что не надо выходить из дома в другой блок. Какой красивый хамам, можно лежать, греть спину, и там еще маленькая комната, большой зал и маленький. И еще здесь есть парная, здесь влажный пар, есть сухая и вот такая влажная. Посмотрите, какая она большая, да? Обычные сауны половины этой, прям на 5 человек, а здесь может весь комплекс разместиться. Мне, кстати, нравится, что у нас комплекс не очень большой, здесь не будет много людей в сауне. И еще здесь у нас массажный кабинет. Можно позвонить мастеру массажа, здесь такие есть, и он придет и будет делать массаж вам не в квартире вашей, да, а здесь, в спокойствии, в уединении, можно включить расслабляющую музыку. Вообще классно. Я Саше говорю, смотри, какой хороший массажный стол. Ложись, буду тебя мять. Я в Таиланде кое-чему научилась. И у нас уже залили бассейн. Он получился большой, красивый, с такой серенькой плиткой. Много лежаков. Я думаю, что всем хватит места. Оливковые деревья, различные цветы. И посмотрите, у нас квартира на берегу Средиземного моря, в хорошем городе, с шикарной инфраструктурой. Мы можем жить здесь полгода, и за это не надо платить. Если бы мы остались в Ереване, то нам бы пришлось платить $1500 в месяц, и это просто за квартиру. Ни сауны, ни бассейна там бы не было. А здесь такая красота. Сейчас я вас познакомлю с нашим приятелем. Только нужно идти тихо, чтобы его не спугнуть. Нет, это не этот мужчина, о котором вы подумали. Это попугай. Мирова. Посмотрите, какой он клевый. Он обычно разговаривает и по-русски кричит. Но когда я подхожу, он перестает говорить, просто на меня смотрит. Он просто смотрит и молчит. Давай, говори, такой разговорчивый. Все утро слушаю твои песни. Он то собаку пародирует, лает, то кошку, то какие-то слова выкрикивает. Он постоянно говорит, говори на камеру, ну? Нет. Делает вид, что я вообще не разговорчивый. Нет. Сразу стесняется. Но когда-нибудь я тебя подловлю. У нас очень классный, тихий, зеленый, красивый и спокойный район. Вообще, это район вилл. Здесь очень много домов. Посмотрите, вот каскадные виллы до 2-3 этажей, и очень зелено, много различных деревьев, все утопает в цветах, спокойствие и красота. И вот смотрите, вот дорога, а за ней уже море. То есть до моря нам идти буквально 7 минут. Мы идем в магазин, идем мы вдоль моря, свежий морской бриз, такой прохладный ветерок обдувает хорошо. А еще это район Кестель, и я хочу, чтобы вы посмотрели, какая здесь красота. Мы тоже живем в этом районе. Все в зелени, много деревьев, кустарников, все в цветах. И за всем этим следят. Мы вот уже который год приезжаем в Турцию и наслаждаемся, потому что деревья подстрижены, мусор регулярно выметают, убирают. Классно, когда за городом следят, когда каждый метр облагорожен. Куда ни брось взгляд, везде либо зелень, либо цветы. Также в Турции очень любят детей, и здесь бесчисленное количество детских площадок. Вот прямо на пляже есть такая игровая зона с горками. Ну, конечно, волны завораживают, впечатляют и пугают. Нет ни одного, кто бы туда сейчас залез, и хорошо. Не нужно плавать в такие сильные волны. Даже если вы долго ждали свой отпуск, долго летели,
не надо, смотрите на флаги, когда можно плавать, а когда нет. Все-таки сила воды, она огромная, и волны опасные. Я видела своими глазами, как мужчину, такого крупного, взрослого, сильного, как в стиральной машине, вот так крутило, и он ничего не мог с этим сделать. Слава богу, он выбрался, все хорошо, и он тогда вышел, отошел и сказал: я не думал, что у воды такая сила, я ничего не мог сделать. Прогулочная улица, мне вот это нравится, вдоль моря, и она разделена на две секции: пешеходная и для велосипедистов. Никто друг другу не мешает, достаточно она широкая, можно вот так вот даже втроем идти, с коляской, комфортно, все плиточкой выложено. Периодически встречаются точки со свежевыжатым гранатовым, апельсиновым соком. Ну, красота! Тут есть еще один попугай, и он более сговорчивый. Ну-ка, Кеша, он побег хочет устроить. Что такое? Что за дискотека? Да? О, он решил нас впечатлять своими акробатическими упражнениями. Приветик! Чё, как дела? Говорят, что попугаи разговаривают только поодиночке, а когда с ними подружка, они молчат. Мы пришли в магазин, и я уже присматриваю постельное белье. Что удобно, здесь даже вот такие вот вывески на русском. Скидка 70% на все белье. Я, конечно, хотела, как у нас, белое, только розовое. Я его видела в одном магазине, но размеров не было. Думала, может, тут будет. А здесь что-то выбор еще меньше, чем в том. Все разобрали. Надо было раньше приходить. Ну вот, смотрите, цена, да, вот. Что у нас это такое? 659 лир. Это, простынь. Но мне нравится, тут у них комплекты, там все. И две наволочки, и пододеяльник, и простынь. Бывают скидки, можно взять за 1500 лир, а он стоил, допустим, 4000. Это вот когда 70% скидки, как сейчас. Мне нравятся однотонные, можно с каким-нибудь рельефом. Но я тут таких пока не вижу. Сейчас погуляю по магазину, еще посмотрю. Вот смотрите, такой комплект 1319. Вот так вот он выглядит. Сразу показано, что есть, чего нет. Без простыни. Две наволочки и пододеяльник. То, что стоило 2000, сейчас 599. То, что стоило 2400, сейчас 719. Ну, вообще, хорошие, реальные скидки. О, еще один отдел с постельным бельем. Вот тут, я думаю, мы что-нибудь выберем себе. Вот, мне такой нравится. Пудровый, розовый. Здесь у нас уже все. Но размер маленький, мне нужно побольше. У нас king size. Но здесь цена хорошая. Стоило 4, сейчас 1699. Вообще классный. Но почему не моего размера? О, вот что нам надо. Сашими. Смотри, какая красота. Серый. Очень классное качество. Мы такое уже взяли. И здесь и простынь, и две наволочки, и пододеяльник 240 на 220, что нам подходит, стоит 2600. Но я знаю, что на них еще будет скидка. Потому что мы также подошли, 2600, а нам на кассе уже сказали еще скидка 1400. Вообще урвали такой классный комплект. Недорого. Вот мы сейчас у консультанта еще раз спросили, он нам сказал, 1400 будет цена. Здесь вот 2400, но еще дополнительная скидка. И сегодня последний день скидок, завтра уже не будет, поэтому надо хватать и бежать. Смотрим халаты. Там на первом этаже есть премиум коллекция White. И 1800 лир за халат со скидкой. А мне что-то жалко отдавать столько, это около 6000 рублей. Я говорю, давай возьмем вот 989 лир, хороший халат, вот, классный. Саша говорит, нет, фигня, не надо брать. И мы сейчас вот спорим. Я просто не понимаю, зачем переплачивать, когда вот классный халат, а он хочет тот. Я уже начинаю врать, сочинять, говорю, да он мне даже не понравился, хотя мне понравился. Но он все равно говорит, нет, бери тот, это ерунда. И вот стоим с ним вот так вот, спорим, пока ни к чему не пришли. Ну, хороший халат, смотрите, вот тоже 70% скидка на них. Посмотрите, какой красивый, серый. Стоит 879 лир. Шикарный, а стоил 1600. Эска, мой размер. Вообще большой выбор в этом магазине всего. Полотенца очень красивые, халаты, все вообще для дома есть.
Даже вот такие латексные подушки ортопедические, ароматы. И вдвойне приятно, когда все со скидками. В Турции очень хорошие полотенца. Мы родственникам часто привозим. И вот Саша племянник до сих пор уже, наверное, лет 5 в сауну с нашим полотенцем ходит, которое мы ему привезли. И оно очень классное. Мы сейчас зашли в Бургер Кинг. Я хочу рассказать вам про цены. Какие здесь вообще сейчас цены в Турции. Вот смотрите, я купил обычный чизбургер, обычный, одиночный, то есть не двойной, и просто кофе. Все вышло на 160 лир. Сам бургер стоит 140 лир, это 400 рублей. Представляете, обычный чизбургер. Я, конечно, в шоке. Если не верите, вот здесь цена. Видите, 140 лир за обычный чизбургер. Кофе, получается, 20 лир, это 56 рублей, еще недорого, американо. Но все равно за чизбургер 400 рублей, я когда купил, думаю, что? Не может быть. У нас они сколько стоят? До 100 рублей, да, где-то? Здесь в 4 раза дороже. Мне кажется, даже дешевле в России, чем 100 рублей. Напишите, сколько сейчас стоит чизбургер в России. Еще что меня удивило. Сидим мы дома, едет машина, выглядываю в окно, вижу, арбузы предлагают. Прямо около дома возят на таком грузовичке. Я думаю, арбузы с доставкой на дом, думаю, надо взять. Беру, значит, 100 лир, думаю, сейчас довольно куплю. Он взвешивает, вот небольшой арбуз, я не знаю, килограмм 8-10, 500 лир, говорит. Я такой, сколько? 500 лир? Это 1500 рублей за один маленький арбуз, даже он не огромный, как у нас такие, да, бывает? Он обычный вот такой. 1500 рублей, просто глаза вытащил, я говорю, нет, это очень дорого. Я даже с собой столько денег не взял, пришлось отказаться. Конечно, цены сейчас впечатляют. Ну и еще, что бросается в глаза, это то, что сейчас очень мало русских здесь. И я думаю, неспроста. Когда они увидели такие цены, естественно, они растворились просто. Уехали, потому что с такими ценами здесь не просто большинство русских. Но вот такая вот ситуация сейчас в Турции. Рассказываем, как есть. И для тех, для кого это, есть такие люди, кому это недорого, тоже варианты здесь жить какое-то время, да, можно просто приехать там на 2 месяца отдохнуть, на 3 месяца. И вот мы тоже решили приехать здесь какое-то время отдыхать. Ну и, кстати, вот мы еще подключали симку, она обошлась нам 1100 лир. Представляете, вот 20 гигабайт интернета и симка, это где-то 3500 рублей. Ну это, конечно, жесть. Мы взяли, в общем, 2 симки, проработали на них где-то 3-4 дня. Но мы постоянно видео загружаем, публикуем, на YouTube видео загрузить. Весь трафик израсходовали за 3 или за 4 дня. Представляете, мы потратили 6500 рублей и все, за 3 дня. Сейчас придется подключать еще гигабайты. Весело. Все, ребята, до нас тоже это дошло. Вы не поверите, что мы купили? Тележку. Вот, с этими тележками местные ездят на базар. Чтобы не тащить все в руках, они вот так все погружают. И мы несколько лет за этим наблюдали и думали, классная тележка, удобно, тоже надо купить. И все, не покупали. Но сейчас столько на рынке набрали фруктов, овощей, плюс вот товары для дома купили. Тащим, уже руки устали. И Саша говорит, все, я покупаю тележку. Я его поддержала. Он хотел синюю, но вы поняли, да, кто выбрал цвет. Такая она, бордовенькая. И здесь поместились практически все наши покупки. Из еды все поместилось. Вот, смотрите, 2 человека. Вы говорите, вы такие худенькие, вы, наверное, ничего не едите. Мы такие тележки едим через 4 дня. Вот мы реально затариваемся каждые 4 дня. Не знаю, как так происходит. Полный холодильник. Готовишь что-то одно, того не хватает, чеснока не хватает, апельсины нужны, баклажаны нужны. И постоянно вот от рынка до рынка. И сейчас все это дело покатим домой. А дома покажу, что мы купили в магазине English Home. Наконец-то мы приехали домой, и давайте смотреть покупки. Начну с товаров для дома. Во-первых, мы купили вот такое большое одеяло на нашу кровать. И оно вышло, вот здесь написано 1500, но оно где-то 850, со скидкой еще вышло. Классное, мягкое. Дальше. Хотела купить серый комплект, но в итоге в последний момент прямо на кассе передумала.
пошла и взяла вот этот. Он мне напоминает тот комплект, который у нас был и которого не стало. Только тот был такой розоватый, а этот немножечко зелененький. Я все-таки подумала, что лето, хочется какой-то свежести, а серый как-то мне показался скучным и мрачноватым, захотелось цветов, поэтому с цветочным орнаментом взяла красивый комплект. Еще взяли аромат, 300 что ли лир он обошелся, такой ненавязчивый, приятный, в санузел. Еще ортопедическую подушку. Я люблю на такой спать, и нашли там такую подушку. Она вышла где-то в 1500 рублей, в рублях, сразу говорю. Вот, сплю, кайфую. Надеюсь, что она будет нормальная. Я уж там прилегла на ковры, вроде как подходит, а там посмотрим. Взяли 2 халата. Смотрите, у Саши чуть подороже, у меня чуть подешевле. Мой вообще где-то стоит 400 лир, а Сашин 600 или 700 со скидками. Он взял себе вот такого кофейного цвета, а я бежевый. Хорошо, что был размер, прям на кассе она мне нашла. Я хотела взять L, Саша говорит, не бери L. Я думаю, не буду брать, если будет S, возьму. И вот был мой размерчик. И еще взяли немножко продуктов, сейчас покажу, что мы привезли на нашей тележечке. Это клубника. Клубника пахнет вкусно. Ну, я не думаю, что она будет очень сладкая, потому что в основном клубника в Турции, она красивая, ароматная, но на вкус такая водянистая. Но, в принципе, мне пойдет на завтрак. Взяли ребрышки бараньи. Я хочу их немножечко обжарить с 2 сторон, потом запечь в духовке и с картошечкой и салатом подать к столу. Домашние яйца, 4 лиры за штуку. Вот. Такие красивые. Здесь 15 штук. Черешня по 100 лир за килограмм. Это где-то 300 рублей. Апельсины вообще 10 лир за килограмм. 30 рублей. Я обожаю апельсины. Классно. Может, купим такую соковыжималку, знаешь, пресс. Будем сок выжимать. По 10 лир-то. Чё бы не выжимать? Чеснок. В магазинах весь какой-то сухой, а мне для блюд нужен чеснок, поэтому взяла. Вот 4 штуки на 40 лир, по-моему, вышло. Вот, хороший. Абрикосы. Какие красивые, по 70 лир за килограмм. Мне дали попробовать. Не сказать, что мед, но и не водянистые. Нормальные. Для ранних абрикосов хорошо. Помидоры по 20 лир за килограмм, вот такие салатные, большие, но они плохо пережили транспортировку, поэтому вот этот экземпляр сейчас отправится в салат. И еще взяла сыр, вот такой кусок. Если этот выпуск вам понравился, если он хотя бы чуточку поднял вам настроение, то поддержите нас лайком, подписывайтесь на наш канал, заходите обязательно в нашу группу ВКонтакте, в наш Телеграм, и мы ждем от вас добрые комментарии. Чем больше вы пишете комментариев, тем больше вы нам помогаете. Это лучшая благодарность за нашу работу. Я вас очень всех люблю, спасибо за просмотр, увидимся в следующих выпусках, до новых встреч, пока!